Пёса. Пёс. 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 Кто это тут такой рыжий, а? Кто это такой рыжий? А? Кто такой рыжий? У пёса сегодня друг. Они сегодня вдвоем. Не знаю, до конца он пойдет или нет. Ой, ты мои сладкие. Собаки такие. Вы такие собаки. Собачули. Да? Ревность, 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 пёс. Всем привет! Вы на канале Белая Ворона, меня зовут Алина. Привет, а я Алексей с канала Лесной Строитель. В прошлом фильме я говорила, что Алексей приехал к нам в город посмотреть наши красоты. Недавно мы ходили на столбы, я ему показывала скалы, сейчас мы находимся на Торгаше, Торгашинский хребет. В планах у нас посетить два грота, которые я обустраивала. Один гнездо-вороны, второй светлый. Поднялись с Алексеем на гору. Вот такой вид открывается. Сегодня опять пурга, метель, ветрина сильный. Вчера нас на столбах пурга застала и ветрина. И сегодня. В городе у нас, кстати, гораздо теплее. Снег так не лежит. Вообще снега практически нет. А здесь полным-полно снега. Настоящая конкретная зима. Еще и ветер ледяной, и пурга. Сейчас нам такие крутые виражи предстоят. Не знаю, как это Алексей перенесет. Потому что он в такие походы не ходит. Надеюсь, он меня потом не будет проклинать, что я его таскала по таким горам. Пёсель за нами увязался. Вон он ходит, ничего не боится. Вообще, там такой обрыв. Ходит, виды смотрит. Жарко ему. Нам холодно, ему жарко. Он такой толстенький. Ходит, лазит по горам, не боится ничего. И имя мы не знаем, чтобы его позвать нормально. Отважный. Отвага, пошли! Он, видишь, он хочет туда. Да. Пёса не такая отважная. Она боится таких высоких гор, лазить где-то. Сейчас у нас начнется конкретный спуск вниз. Алексей, ты готов? Ну, конечно, я всегда готов. Сейчас нас ждут там шишки под ногами, снег, вот это все скользит, скользкие камни. Где-то они чуть-чуть примерзли, где-то шаткие, сыпучка там ниже. В общем, приключенница еще то. Ну, а ведет нас отважный. Ну, что-то не туда он повел, да? На выход пошел. Ну ладно, пойдем. Мы тут такие два оператора. Каждый снимает, каждый с камерой. Очень смешно со стороны на нас смотреть будет. Да, как мы лезем по крутой-крутой горе и оба с такими камерами. А все для вас, дорогие подписчики. Стараемся. Вот сейчас, где Алексей спускается, там шишек много под ногами. Из-за этого опасно. Так он еще не такой крутой. Нас ждет более крутой спуск сейчас. Нам вон туда вниз. Конкретный такой спуск здесь. Он летом-то опасный. Сейчас еще снег. И за счет снега скользко очень. Хорошо, хоть наледи нет.
Вот смотри, обычно я вот здесь вот иду, прям вот так, в полке. Но сейчас там снег и очень опасно. Ну да. И я также носила бревна, чтобы мне обустроить грот. Вот здесь вот по скале я носила бревна. Одна, никто мне не помогал. А мы сейчас пойдем не по скале, так как она вся в снегу, это очень опасно. Мы спустимся чуть ниже и маленько обойдем вокруг. Да, этот поход превращается в какой-то экстремальный уже немножечко. Нога поехала. Кажется, что склон может не такой крутой, но на самом деле мало того, что он крутой, еще и снег, и скользкие камни, и шишки, и сыпучка, это все под снегом, оно все скользит. И вот так приходится спускаться. Сейчас нам вот так вот и вот туда, за скалу. Вот такой экстремальный у нас поход. Вы скажете, зачем вам это надо? Что вы делаете? Куда вы лезете? Многие ведь такие найдутся. А мы сами не знаем, зачем нам это надо. Мы просто любим это все. Да, Алексей? Конечно, обожаю. Я прям очень люблю спуски, подъемы особенно прям. Мне это очень нравится. Только бы этим и занимался вообще всю жизнь. Сейчас мы дойдем до грота, и он меня там просто задушит. За то, что я его потащила по таким скалам, горам. Вот мы подходим к гроту. Он весь в снегу, там еще по скале лезть надо. Я даже не знаю, залезем ли мы сегодня в него. Ну, если нет, то просто со стороны посмотрим, пойдем дальше скалы смотреть. Это очень классно. Пришли к гроту, оказывается, туда еще можно и не попасть. Я-то не знал, что там... Ну да, там он опять вверх подниматься, да, надо будет? Там по скале надо. Ну я понимаю, да, то есть там скользко вообще будет очень сильно. Ну посмотрим, поднимемся, зайдем, не зайдем, проверим. В любом случае, раз дошли до сюда, то хотя бы попробовать-то можно. Строил бы сейчас свою землянку спокойно. Че сюда поперся? Скала очень скользкая, мокрая. Снег такой мокрый. И там еще, скорее всего, наледь есть под снегом. Очень опасно подниматься. Не знаю, получится ли это у нас. По крайней мере, я за Алексея переживаю, что он может не подняться. У него обувь неподходящая. Да у меня тоже, в принципе. Сейчас посмотрим, что будем делать. Честно говоря, я с трудом представляю, как вообще здесь летом-то подняться. А уж зимой тем более. Если у нас не получится лезть, будет реально опасно. Конечно, мы не станем рисковать своей жизнью ради того, чтобы попасть сегодня в грот. Попробуешь, да, все-таки? Да, я Давай попробую. туда отойду. Тут и наклон-то чуть ли не отвесный Тут такой. Летом-то я без проблем лезу. Сейчас просто скала мокрая, поэтому довольно опасно, конечно, лезть. Но я попробую, не получится, значит, идем дальше. Но если была бы веревка, можно было бы за ту елочку закинуть ее, зацепить и по ней. Нет, нельзя. Не Ее выдержит. вырвет. Она же ведь не в земле стоит, а на скале. Залезть-то это одно дело, а вот слезть еще потом. Делаем перепрыг. Так делают на скалах.
Так. Самое страшное это вот здесь. Я не знаю даже, как сейчас сделать. Там скользко, туда вот надо встать. А там прям скользко сильно. Может, не стоит? Самое страшное слазить, а не залазить. Не, ладно, давай, короче, не будем рисковать, да? Все, кстати, с рюкзаком там. Я не знаю. Давай. Ого, спасибо. А я вижу, что ты хочешь, чтобы я залезла. Ну, я за тебя болею, как бы так сказать. Но если ты не хочешь, то не надо. О, yes! Сейчас от счастья съеду. Я залезла. Меня трясет аж. Реально очень скользко. Как я слазить буду, я не знаю. Алексей, я буду прыгать, ты меня будешь ловить. Ну, договорились. Я попробую. Как же хорошо брать с собой в поход еще одного блогера, особенно у которого есть дрон. Давно уже мечтала показать вам гроты со стороны, на большом расстоянии. И вот мечты сбываются. Теперь вы будете знать, на какой высоте они находятся и какой сложный подъем именно к этому гроту. В этот день был сильный ветер, и мы опасались, что дрон унесет. Но все-таки Алексей решил рискнуть. И, как оказалось, не зря. Кстати, грот, укрытый снегом, смотрится очень красиво, как булочка, посыпанная пудрой. Слушай, наверное, нет. Я даже уже обратно не вижу, где. Ладно, не рискуй. Залезла в грот. Сегодня очень, реально, прям очень сильно скользко. Скользкая скала. Я не была уверена, что я залезу. 2 раза я думала, что все, я поверну назад, но в итоге все-таки я забралась. Теперь у меня еще вопрос, как теперь слазить. Наверное, придется так с грота скатываться просто по снегу. Главное, вниз дальше не укатиться. Потому что там спускаться реально просто реально нереально. Сейчас я покажу вам, как я тут все обустроила для тех, кто не видел еще, не смотрел мои фильмы. Здесь у меня и ночевка была. Кому не лень, можете поискать. Если я найду, добавлю подсказку. Вот так я его обустраивала. Те, кто смотрит мой контент, уже знают. Здесь у меня костровище, дрова, столик. Здесь одно бревно это лавка типа, остальные это для костра тоже дрова. Здесь у меня лежак, который я тоже делала сама. Вот так вот он сделан специально такой люлечкой, чтобы спать было удобно, хорошо. Я вообще обожаю здесь спать. Особенно летом очень здорово, когда здесь лежишь, а отсюда открываются вот такие шикарные виды. Тут еще стрижи летают обычно. Сейчас тоже вид. Смотрите, какой снежок идет. Так красиво. И вот эта вот сосна еще стоит здесь. Эпично так смотрится, как будто бы ее специально здесь поставили для такой картины сказочной. Оставлю сейчас запись и пойду слазить. Дальше пойдем с Алексеем. К сожалению, Алексей запись оставить здесь не сможет. Ну ладно, оставит во втором гроте, в светлом. Здесь у меня есть вот такая небольшая книга для записей. Записей здесь немного, так как не каждый сюда может забраться в этот грот. Особенно зимой по снегу это очень-очень опасно.
Вот последняя запись. 22 октября пара приходила. Я ему тоже ответила. И вот сегодня я сейчас буду запись делать. Удивительно, но в гроте до сих пор зелененькая травка мокрится. Сейчас я займу точку, чтобы прям, да, готов. Ты меня точно удержишь так вот? Я не знаю, но буду стараться всеми силами. Можно я на плечо тебе поставлю? Да куда угодно ставь. Тогда я вот так сделаю. Оп. Все. Спустились с грота. Вот такая вокруг красота. Скалы. И тут сейчас будет конкретный такой спуск. Под снегом много камней. И они такие шаткие. Спуск довольно тоже такой опасный, скользкий. И с этой стороны тоже вот такие скалы красивые. Завтра у нас новый поход. Там он более жесткий будет, еще и с ночевкой. А эти два похода мы так гуляем, отдыхаем, так сказать. Как меня Алексей не прибил, я не знаю. Как он еще меня терпит. Я знаю, что не каждый человек сможет ходить вот таким горам, лазить. Со мной связываться вообще в этом плане опасно. Мне иногда кажется, что Алексей готов просто меня задушить на месте. Лишь бы только куда-нибудь не лезть и дальше не идти. Ну, это шутка, конечно. Очень интересное путешествие выходит. Очень интересно все проходит. Очень все необычно. А природа необычная. Леса необычные. Пойдем туда, ждем. Ну пойдем. Вот так все хорошо начиналось. Я шел, спускался вниз. Но мне сказали, что нет, вниз не надо спускаться, надо подниматься вверх. Что-то сейчас идем смотреть. Не успели мы спуститься, как я Алексея сподвигла на новые приключения. Мы решили тут дойти до одного гротика. Хочу ему показать. Он спрятан в таких кустах, зарослях, его никто обычно не видит. И мало кто про него знает. Он не сильно большой, но все равно интересный. Вот он, грот. На входе елочка так растет. Можно Новый год здесь отмечать, нарядить елочку, зажечь костер, и будет супер обстановка. Вот тут есть такая небольшая стоянка, но тут очень-очень редко кто останавливается, и очень мало кто знает про этот грот. Да, хорошее местечко для того, чтобы попить чай и перевести немножко дух, отдохнуть. Ну, я смотрю, здесь вон и костры жгут. Да, но редко очень. Редко? Мало кто знает про это место. Оно скрыто здесь, за кустами, за деревьями. Особенно летом тут вообще его не видать. Тут такие заросли конкретные. Получается, я один из немногих, кто теперь о нем знает. Да. Когда-то здесь хотели избу построить, но потом по каким-то причинам передумали, скорее всего, потому что недалеко здесь тропа. Единственное, она, конечно, грот этот скрыт, конечно, кустами, но все равно, в общем, было нецелесообразно в этом месте строить избу. У меня, кстати, такой интересный вопрос, а почему вы все называете избами? У нас горная местность, и поэтому у нас можно избы строить в пещерах, в скалах, там, в гротах. И это тоже избами называют. То есть изба не только бывает охотничья или таежная, там, а они бывают и горные избы такие. Ну, у меня просто в моей голове всегда как бы была такая мысль, что изба, это отдельно стоящее строение из бревен. А тут, получается, уже, в гроте же сделано все-таки. Это, наверное, грот, а не изба. Я так думал. Ну, это грот-изба. Гротовая изба. Понятно. Ладно. О, смотри. Иди на. Сейчас тебе дам кушать. Опа. Я вообще Пёси брала, но ее с нами нет. Она такие горы не любит, она убежала. На. Ешь. Мне кажется, он заслужил намного больше. Потому что он даже до грота сопровождал нас. Да, лазил там по горам.
Маленький. Кот такой. Заработал, ешь, хороший дружок. Хочешь моего вкусного чая? Ну, сейчас запьете. Только я не знаю, может он для тебя будет крепковат, потому что это на травах. Я там конкретно столько трав. Я просто до сих пор не могу понять, как заваривать свой термос. То есть я на глаз засыпаю туда. Ну, я также всегда. Ну, то есть у меня уже выработалось какое-то отношение к этому. Я уже примерно понимаю. У меня разные чаи, свои собственные. И у меня разные пропорции на каждый чай. То есть со временем я выработала уже, что куда, сколько нужно, на какой чай, сколько чего. А сегодня у меня там чего только нет. Сагандаля, белоголовник, листья брусники, чебрец, душица. Ты сама собираешь прям? Да, я это все сама собираю. Будет умный пес, да? Все понимает. Сегодня у нас охранник конкретный. Да. Пес это она такая, бегает где ей нужно, там, что хочет, делает, а он прям с нами везде, даже по горам с нами лазил. Так он вообще не боится, главное, меня вот что поражает, он прям и на скалу, он чуть ли не в грот туда залез. Угу. Прям вот чуть-чуть Так он там оставался. чуть не сорвался, я испугалась аж. Вообще молодец. Настоящий охранник. Мужчина. Женщина где-то бегает. Да. Все, и пофигу. Лежит, ждет нас преданный друг. Вот пень, а из него растут свеженькие молодые деревца. И смотрите, кто-то потерял такую креативную уточку. Брелок, видимо. А кто-то другой, нашедший ее, взял и повесил ее вот сюда, на елочку, как украшение. Оказывается, лиственница выглядит, ну для меня, по крайней мере, выглядит как сосна, но у нее еще и иголочки опадают на зиму. Я вот не знал даже. Вышли к Базаихе. Уже корка льда она покрылась немножко. Но еще не сильно. Чтобы ей полностью замерзнуть, это надо прям конкретные морозы. Она замерзает примерно где-то ближе, наверное, к январю. Ну, бывает и в декабре уже можно на лыжах кататься. Это самые любимые маршруты лыжников по Базаихе проходят. Какие капельки красивые на деревьях. Потеплело, снег потаял, который на деревьях лежал. И везде такие все в капельках красивых, как бриллиантики. Такой туман поднимается. Резкий у нас перепад температур произошел. То есть был конкретный минус, такая зима-зима. И вдруг все потаяло и потеплело. На деревьях снег, который был, деревья же были все белые в снегу, растаял. И сейчас эти капли испаряются вот в таком виде красивом. Пёсель так с нами идет. Пёс и нет, она куда-то убежала. Очень странно, обычно она всегда меня сопровождает. Видимо, он, конкурент оказался конкретный. Она это почувствовала и убежала. А он вот с нами до последнего идет. Фу, по хребту поднимаемся. Конкретно тут подъем. Походу, я Алексея вымотаю конкретно в этот раз. И не только в этот раз, а вообще в этот его приезд. Мне кажется, он будет долго вспоминать. Люди, которые в такие походы ходят редко,
Им все равно тяжелее гораздо, чем тем, кто ходит постоянно. Он же больше строитель, чем походник. А я больше походник, чем строитель. А тут мы раз и решили походы походить. Ну, а что из этого выйдет, вы, конечно же, узнаете в наших фильмах. Дай угадаю, нам вот туда? На самый верх? Да. Нет, не туда. Это обратно пойдем. Поближе. Ну, наверх на самый. Это уже пониже будет. А вон верхушка. Поближе. Спасибо. Туда это совсем далеко. Я надолго это запомню. Только не убивай меня. Ладно. Дошли мы почти до грота, стоим над ним. Решили на виды посмотреть. Хотя сейчас пурга, пуржище, все замело. Сейчас виды снимем и пойдем вниз костерчик делать, греться и сушиться. Сегодня вот такие виды для вас. Пурга, пуржище. Кстати, вот это внизу похоже на сердце. Пятачок вот этот. Ой, пурга какая. Все, спустились мы в грот, сняли рюкзаки. Сейчас будем располагаться, пилить дрова, жечь костер, греться, обсыхать, пить чай. У нас остается очень мало времени на обратный путь, потому что нам идти минимум 3 часа отсюда. А сейчас уже начало 4-го. То есть это уже темень будет. Иди сюда. Иди, я тебе покушать дам. Иди. Пришел к нам в грот такой пёсель, такой классный пёсель. Верный друг, реально. Сейчас его кормить будем. Вот, ну. Костер, что надо, как я люблю. Большой, теплый, чтобы можно было просушиться, прогреться. Под звуки костра и собакин уснул. Отдыхает, сейчас сил набирается, потом обратно с нами в путь. Поел, попил, довольный. Знаешь, как атмосфера. Еще когда костер горит, на гроте пляшет. Солнце. Сейчас картина такая потрясающая. Кстати, я знаю, как нас снять. Сегодня 20-й? Какой 20-й? А, я думаю, что нет. А что я пишу? Сегодня 14 ноября. 20-й. Сейчас заплачу. Ну, от дыма. Алексей. Черный какой-то строитель. Не знаю, черный строитель. Все, мы посидели, обсушились. Ну, причем довольно хорошо так обсохли.
Поели, чай попили, хорошо пообщались, отдохнули. Собакин даже уже выспался и куда-то убежал. Впереди, наверное, нас ждет где-то. Нам нужно возвращаться домой. Снимать мы уже не будем, потому что как можно быстрее придется идти. Время у нас мало осталось. Скоро начнет темнеть. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока. Пока. Устал? Ты устал? Уже куда меня затащили? Уже ночь на дворе, а я все иду, да? А? Куда иду? Зачем? Да? Собаки. Какой хороший реально пес. Какой хороший, я не ожидала. Песик всю дорогу с нами шел. Под конец подустал даже уже. Ну все, мы уже дошли. На место его привели. Какой преданный, вообще молодец. Все время с нами был. В отличие от пёса. Пёса нас кинула. Ну все, идем? Идем.